Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам свои покупки в Магнит Косметик. Ну и может быть еще какие-то другие покупки, но в основном Магнит Косметик. Дело в том, что у меня сумма покупок была на 635, по-моему, рублей, а я заплатила только 135. Сейчас посмотрю по чеку. Дело в том, что я зарегистрирована в приложении «Активный гражданин». Ну, там авторизация идет через МОСРУ, через госуслуги, но как бы это все единое, скажем так. Поэтому там можно спокойно авторизовываться и не бояться. У меня, кстати, ссылка будет под видео. Так что регистрируйтесь, если вы живете в Москве. И тоже можете получать баллы и обменивать их на всякие промокоды. Там вообще есть всякие подарки. Помимо этого можно, баллы обменять на подарки, можно обменять на всякие там походы на выставки, прочие штучки. И также есть промокоды в разные магазины, там Леонардо, Кари, Магнит, Магнит Косметик, Магнит Семейный, там еще какие-то. Короче, там огромное количество всяких вариантов. Можно карту Тройка пополнять, парковочные места оплачивать. В общем, каждый что-то найдет. Поэтому ссылка будет под видео. Проходите, регистрируйтесь. Там за то, что вы каждый день входите в приложение, вам дают 3 балла, плюс там практически каждый день голосование, все прочее. Тоже и 3 балла, и 10 баллов, и пульс столицы 3 балла, плюс за поделиться 10 баллов. У меня стандартно где-то 1500 баллов в месяц получается накопить, и 1500 баллов я меняю на 500 рублей. Я уже где-то в Леонардо на 2500 взяла, где-то 1000 Тройку пополнила. А как-то мне тут пришло сообщение, что я выиграла монопод. Вот такой вот. У меня уже коробка одна осталась, он тут с пультом, со всеми делами. В общем, я очень довольна была. И доставили в 5 в постамат тоже бесплатно. Вообще классно. Я, правда, не поняла за что, но приятно. Монопод, кстати, очень хороший. И не только потому, что там есть вот эта Bluetooth кнопка, а в принципе он еще к штативу прикручивается. Короче, классно. И в этот раз в Леонардо не было промокода, он сейчас, кстати, появился. Я хотела взять в Хофф, но пока что-то думала, получилось так, что там закончились эти поощрения. И я думаю, возьму в Магнит Косметик. И давайте покажу, что же я приобрела. Я взяла от L'Oréal вот это экстраординарное масло «Роскошь питания». Это масло было на скидке, и стоило оно 200 с чем-то рублей. Тут написано: глубоко питает, активирует сияние для всех типов кожи. Очень приятно пахнет. Тут так, что тут заявлено? Лаванда, розмарин, майоран, апельсин, роза. Короче, очень приятный аромат. Все было, естественно, заслюдировано. И сейчас я по чеку скажу, во сколько мне вообще все это обошлось. За масло я заплатила 57 рублей 48 копеек. Вот, получается, как бы классно. Я что-то давно себе ничего от L'Oréal не покупала, но в основном то, что я брала, было для волос, и мне было интересно попробовать для лица. Аромат, конечно, шикарный. Мы можем, собственно, открыть и посмотреть, какая тут пипетка. Это вроде как стекло. Пипетка вот так выглядит. Вот. Симпатичная бутылочка. И, наверное, как на коже. Но, знаете, он сначала дает такое небольшое сияние, это масло, а потом вроде вообще ничего такого, ни жирности. Капелька вот так разносится. Это как типа сухое масло.
Я обожаю, когда там пахнет лавандой и тому подобное. Но здесь прям такая парфюмерная композиция. И миллилитров здесь... Сейчас скажу. 30 миллилитров. Следующее, что я взяла, это гель для душа от Nivea, крем и абрикос. Мне просто очень понравился аромат. Я давно к нему присматриваюсь, но мне как-то совестно покупать, потому что в запасе у меня огромное количество гелей. Ну, кто смотрит видео постоянно, знает. И поэтому расход не такой большой, хотя я с ними не мелочусь. Поэтому я все-таки стараюсь сдерживаться и не приобретать гели. В основном дарят. Ну и уж совсем, когда прям супер хочется. Но как-то мимо Nivea я все равно проходила, потому что если я покупаю сама, то в связи с тем, что у меня всего много, а расход маленький, я беру уж прям по каким-то мега-акциям. В общем, аромат очень яркий и действительно пахнет абрикосом очень-очень натурально. Ну, как я понимаю, да, кремовый такой вроде бы, да. Даже я бы сказала перламутровый. Объем здесь 250 миллилитров. Буду с огромным удовольствием пользоваться. И я не помню, сколько этот гель стоил. Наверное, где-то 100 рублей это точно, может 114 или 130. Боюсь соврать. Но я за него заплатила 19 рублей 82 копейки. Ну, в общем, как вы понимаете, это прям очень выгодно. Потом, честно говоря, я в Магнит Косметик редко хожу. Поэтому, потому что мне там не очень интересно. Как-то, вот знаете, как подружку не люблю, так и Магнит Косметик, я равнодушна. Достаточно. Ну и смотрю, у меня жидкость для мытья посуды, как раз я вчера вылила в дозатор из вот такой бутылочки, только сорти у меня было из Fix Price, тоже нравится. Ну и я думаю, почему бы нет, возьму себе жидкость для мытья посуды. Вот АОС был по скидке, по-моему, цена там была, опять же, меньше сотки, и как-то очень, какая-то совсем смешная, мне кажется, цена, то ли 30 чем-то рублей, то ли... В общем, очень дешево. Здесь 7 трав. Аромат очень приятный, действительно чувствуются травы, сама жидкость зелененькая. Ну и какая-то такая, есть еще стандартная для всего этого нотка, но мне аромат понравился. Объем тут 450 грамм, как заявлено. И заплатила я... Так, сейчас найду. Гель для мытья посуды фитокомплекс стоит 8 рублей 89 копеек. Тоже супер дешево. То есть даже дешевле, чем если взять средства это сорти за 27,50. Фикс прайс. Дальше я увидела на акции от 100 рецептов красоты ночную маску-витаминку смузи фрукт, манго, чиа, кокос. Когда-то у меня была такая маска. Ну, плохого точно ничего не могу сказать. Вроде как супер результаты тоже я не заметила. Но раз не стала повторять вот так за свои деньги. Но аромат классный и вообще... По крайней мере, плохого точно ничего не делает. Стоила эта маска тоже какие-то копейки. Может быть, рублей 40 с чем-то. Я, честно, не помню ценник, но, по-моему, 40 с чем-то рублей была цена. Я же заплатила за эту маску 9 рублей 91 копейку. Очень приятно было. Тоже все было заслюдировано. Я уже, конечно же, открыла. Тут тоже была фольга. Такая маска. Ну, многие знают. Аромат, конечно, обалденный. Вообще. Вот. Ну, а что бы не повторить. Я, в принципе, в следующем месяце в использование поставлю. Я люблю чередовать всякие маски. Ну, на этом, конечно, дело не завершилось.
Стала я искать, что бы мне еще такое взять. Увидела от Skin Shine Superfood вот такая маска. Тоже была на акциях, наверное, 30 с чем-то рублей. Не дороже 39. Здесь две маски по 7 миллилитров. Интенсивная лифтинг маска для лица и шеи, питательная, сокращает глубину морщин. Ну, насчет морщин я не верю, но если аромат будет приятный, то и неплохо. Надо нанести толстым слоем, оставить на 10 минут, остатки маски удалить теплой водой. Ну вот. Буду пробовать. От Skin Shine, по-моему, у меня не было ничего. Здесь написано, что на 2 применения. Вот. И заплатила я за нее 8 рублей 29 копеек. Потом я посмотрела на кассе, что лежало. Значит, шампунь и кондиционер Алин. Я не помню, сколько вообще цена, но там была акция, и ценник каждой сашетки был 9 с копейками. Ну, 10 рублей. Предполагаю, что без 1 копейки, наверное. Вот. Я решила взять, ничего от этой марки Alin Professional я не пробовала, поэтому решила, думаю, возьму и шампунь, и кондиционер по такой смешной цене. И по факту я заплатила и за шампунь, и за 2 рубля 82 копейки. Угу. Точно, 2 рубля 82 копейки. А, кстати, здесь ценник в самом начале исходный был написан. Лореалевский вот это средство масла стоило 279,99, я 57,48 заплатила. Нивеевский гель стоил 93,99, а я 19,82 заплатила. Вот эта маска стоила 44,99. Я заплатила 9,91. АОС стоил 39,99. Мне обошелся 8,89. Вот эта маска 36,99. Но я уже тоже говорила, 8,29 заплатила. Ну и на это, да, без 1 копейки 10 рублей. Нужно было еще что-то взять, потому что промокод на 500 рублей, но условия надо набрать хотя бы на 501 рубль, но если там еще есть условие, что за каждый товар надо заплатить хотя бы 1 рубль. Вот, поэтому нужно было больше, чем 500 рублей, ну как бы вот. Короче говоря, я взяла вот такую вот маску. Эта маска стоила на акции 59 рублей 99 копеек. Здесь 2 маски. Одна перед нанесением макияжа, а вторая, когда уже вечером макияж смывается. Это 7 Days. Ну, мне понравилась, конечно, вот эта упаковочка такая в виде сумочки. И мой любимый цвет. Здесь с манго и карите. Вот это вот часть. А вот эта вот часть, это после макияжа, киви и папайя. Для всех типов кожи. Вот. В принципе, даже за 59 рублей такая 2 маски купить, ну, грубо говоря, 60 рублей, знаешь, по 30 каждая, это очень даже неплохо. Тем более такая вот упаковка классная. А мне эта упаковочка обошлась в 12 рублей 94 копейки. Вот, так что считайте, по 6 рублей каждая маска. Ну, в принципе, я могла на этом остановиться. Но еще из этой серии была вторая маска. Это Мимимишки 7 Days Must Have. Тоже маска до макияжа и после снятия макияжа. Вот эта маска с папайей и карите, а это клубника и личи. Вот. Ну, буду пробовать. В принципе, маски 7 Days, я не помню, пробовала или нет. В общем, будет интересно. Тоже такая розовая сумочка. Маски так. Но они как бы
смываемые вроде бы. Да, тут написано смыть надо. Вот, такие были у меня покупочки. По сути дела, бесплатно. Ну и в принципе я еще, наверное, покажу заодно покупки в других магазинах, но это уже не косметическое. Я заходила в ленту, взяла стебли сельдерея. Очень их люблю и в тушеном, и в сыром виде. Вот. 64, что ли, рубля они стоили. Потом морковь была по 28,89. Вот я взяла на 33,51. Ну, еще что в ленте было. Лук взяла себе и собаке на суп. Огурцы. Лук был по сколько? Лук был по 22,69. И взяла огурцы. Огурцы были по 90 рублей. Ой, по 99 рублей 99 копеек. У меня было на 90 рублей. Ну, я их тоже уже не буду в кадре показывать. И фикс прайс брала по... В общем, наверное, либо 27,50, либо 29 уже теперь. Доктор Кернер. Я еще чек не смотрела. В общем, как-то... Нет, по-моему, 27,50. Я заходила в два фикс прайса и в одном из них взяла, как всегда, свой любимый кофе. Черная карта, потому что, ну, для меня это как бы наиболее все-таки приближенный к моему любимому пилау, поэтому беру его. Кстати, я не посмотрела, подорожал кофе или не подорожал. Сейчас, если у меня тут чек есть поблизости, я посмотрю. Вот злаковый коктейль, я еще Миллер брала и риски, да, там все без изменений 27,50. И вот второй чек. Кофе столько же стоит, он, слава богу, не подорожал, что, конечно же, радует. Еще я брала собаке такую в ленте булочку по 12 с чем-то рублей. Ну и надо сказать, что булка из Ашана за 8 рублей почему-то ему нравится больше. Еще брала помидоры. Помидоры были по сколько ж? По 134 рубля 89 копеек. В общем. Ну, я также покупала там корректоры, но это я в хобби-влоге покажу. В общем-то, ничего такого особенного. Сейчас посмотрю, брала я что-то еще или не брала. Нет, это все покупки. Поэтому видео буду завершать. Напоминаю, что ссылка на активный гражданин будет под видео. Не поленитесь, если вы живете в Москве, соответственно, вы... Да, это, кстати, имеет отношение именно к московским магазинам, поэтому, если вы живете в Москве, то вы можете авторизоваться через МОСРУ. И вот каждый день не ленитесь, заходите, зарабатывайте баллы, причем там можно еще покликать, там будут всякие, ну, в общем, всякие предложения, типа зарегистрироваться в какой-нибудь там программе, но это, как правило, достаточно просто кликнуть, и там делать ничего не надо. Ничего с вас не попросит, не потребует, а баллы через какое-то время тоже начислит. И между прочим, баллы за поделиться, если, когда вы за что-то голосуете, баллы начисляются сразу, а за поделиться в 21 там, с копейками по московскому времени. Поэтому, если вы поделились и не увидели баллы, не расстраивайтесь, они вам вечером начислятся. Если вы после 21:00 делитесь, то, соответственно, на следующий день в 21:00, ну, может быть, плюс-минус несколько минут, они начисляются, так что не переживайте. Ну и, соответственно, потом вот вы можете и детский мир, и Кали, и прочее, то есть предложения всегда обновляются, что-то добавляется, вот сколько лет я там зарегистрирована, и постоянно все расширяется список поощрений. В общем, это, мне кажется, очень здорово, и причем это все суммируется со скидками, с прочим.
Это и в Леонардо идет накопление на карту, то есть вообще суперски. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем абсолютно. Хорошего настроения, конечно же, это самое главное. До скорой встречи, пока-пока.